В этом видео я расскажу пошагово о платформе, которая поможет сколотить тебе капитал и стать настоящим альфа-дегеном. Досмотри это видео до конца, будет полезно и интересно. Погнали. Начну с того, что все инструменты и проекты, которые транслирую тебе, сам лично использую. У меня нет на канале ни рекламы, ни каких-то проплаченных сигналов, залива трафика. Все максимально органично. Поэтому обязательно подписывайся на наше комьюнити. В телеграм-канале очень много полезного. А также с недавнего времени я начал вести твиттер, тоже рекомендую на него подписаться. Сегодня речь пойдет про инструмент, который я нашел совсем недавно. Это действительно крутая находка. Я сам пользуюсь данной аналитической платформой на базе искусственного интеллекта. Именно она помогает найти ранние, супер ранние проекты в Твиттере и позже с ними взаимодействовать, чтобы получить какие-либо аирдропы. Прежде чем мы перейдем к функционалу, чтобы я вам показывал, конечно же, ты задашься вопросом, зачем тебе это нужно и как вообще на этом заработать. Сейчас 2025 год, так или иначе, бычий цикл как минимум полгода еще будет, по моему мнению, а может даже и больше. И во время всего этого таймфрейма выйдет огромное количество проектов. В сутки выходит сотнями, десятки, а может даже сотнями этих ранних проектов. Именно поэтому важно находить такие продукты, заходить на ранней стадии, делать какие-то активности. После этого проект вас замечает, награждает различными вайт-листами, эксклюзивными ролями в Дискорде, возможно, какие-то другие плюшки, закрытые бета-тесты. И после того, как продукт дошел до фазы, когда все выходит в майнет, зачастую грамотные проекты награждают супер ранних пользователей различными токенами, NFT и другими плюшками. Наша с тобой задача с помощью таких инструментов находить супер ранние гемы. Ведь 99% пользователей начинает инвестировать, когда уже о проекте достаточно много информации, уже все о них слышат, и только лишь 1%, которых мы с вами должны быть, соответственно, получают самую большую награду, самые большие дропы. И зачастую это без вложений, когда вы нашли ранний гем и участвуете, проявляете свое время, свою приверженность данному продукту. Discovery — это аналитическая платформа от Money. То есть Money — это общий бренд, и делают они различные продукты. Один из них Discovery, где мы с вами будем искать ранние гемы. Давайте перейдем. Выглядит следующим образом. Не буду я все зачитывать. Здесь, в принципе, основная информация, с кем они партнерятся, сколько проектов в день они ресерчат и так далее. Пройдемся по функционалу, расскажу про каждую кнопочку, за что она отвечает и как ей пользоваться. Забегая наперед, расскажу, что данная аналитическая платформа очень хорошо раскрывает свой функционал, если вы оформили подписку. Оформлять ее или нет — это ваше личное дело. Я сюда пришел вам не для того, чтобы продать эту подписку, а просто показать инструмент. Также в бесплатном доступе есть набор функций, которые вы также можете пользоваться, просто с подпиской, она более расширенная. В конце видео о них поговорим. Итак, после того, как мы зашли на discoveryjitmoney.io, мы с вами видим следующую картину. После того, как новичок сюда зашел, возможно, ему будет немного непонятно. Давайте разбираться. Слева у нас все функции, которыми мы можем пользоваться. Внизу оформить подписку и скачать расширение, о нем также поговорим. Справа вверху ваш тариф, и вот здесь вы можете подключить ваш кошелек и обязательно подключите Discord. Это очень важно, чтобы в будущем получить роль в самом Дискорде. Вы можете поменять тему на светлую либо темную, как вам удобно. Я оставлю, наверное, темную. Итак, у нас в самом начале есть Project, вот такая вкладочка, и здесь трендовые продукты. Здесь мы можем посмотреть, какие из продуктов уже вышли в тренд поиска. Как они выходят? Давайте разбираться. Ниже мы с вами видим список проектов и различные метрики по ним. Сверху сразу вкладочка у нас есть кураторская вкладка и Row. Что это означает? Кураторская вкладка — это те проекты, которые уже отобрала платформа. То есть команда ресерчеров совместно с искусственным интеллектом выбрали лучшие проекты за день, либо же за час, либо за 3 дня, это уже на ваше усмотрение, это фильтр, и выдает вот такую информацию. То есть вы можете видеть, что за день, за этот день 65 новых проектов. Из этих 65 нам с тобой нужно найти альфу, которой нужно принимать какие-то активности. Если вы будете принимать активности абсолютно во всем, то потратите огромное количество времени. Это только кураторская. Если мы нажмем кнопку Row, мы с вами увидим, что здесь 1450 проектов за сутки. Еще раз скажу, здесь мы можем по фильтру выбрать за час посмотреть проекты, за день, за 3 дня и так далее. Здесь же Submit Project вы можете предложить проект. Правая вкладочка, где написано 1 час, сутки, 7 дней, можем посмотреть по приросту пользователей, по приросту смарт-контрактов. Сейчас расскажу, что это такое. То есть левая вкладочка отвечает, сколько проектов в день мы находим в 3. Правая вкладочка отвечает по вот этим метрикам. Сейчас к ним перейдем.
У нас есть менеджер фильтров. Сразу здесь вы можете определить, какой сектор вам нужен, какой нет. Например, мне не интересны мемкоины, я их отсюда убираю. GambleFi мне тоже не интересен. То есть это я убираю, все остальное у меня есть. Также вы можете по чейну, то есть по блокчейну, какой вам интересен, какой нет, все это мониторить. Это на ваше усмотрение. После этого у нас есть, вот у меня написано 13 категорий и уже идут проекты. Здесь название проекта. Если мы на него нажмем, увидим полную информацию, сейчас о нем покажу. Если у вас будет начальная версия, без какой-либо подписки, у вас будет 3, либо 4, либо 5 проектов. У нас есть определенные дополнительные фильтры, это по дате, вот 59 минут назад выставили данный проект. Далее у нас есть скор, это определенное количество очков, которое назначила сама площадка. Чем больше скор у проекта, тем лучше. Скор определяется наличием каких-либо подписанных фондов, умных подписчиков, по-другому крутых влиятельных инфлюенсеров, различных также пабликов, проектов и так далее. После этого мы с вами видим change, то есть за 24 часа сколько скоро прибавилось, плюс 4. Далее у нас вкладочка Smart. Вы, конечно, все это можете перевести, я просто простым языком объясняю. Далее у нас вкладка Smart, простым языком, сколько влиятельных людей, которые так или иначе имеют какой-то вес в Твиттере, аккаунтов, инфлюенсеров, либо проектов, фондов подписались. То есть и за какое время, вот плюс 1 за 24 часа. То есть если мы сделаем за 7 дней, здесь будет уже картина немного меняться. После этого здесь показано Smart Mention. Что это такое? Это сколько упоминаний в Твиттере вот этими крутыми фондами, проектами было. То есть сколько постов они сделали, упоминаний и так далее. Также изменения. Здесь показано сколько подписчиков, чтобы вы не заходили лишний раз и сразу пропустили. Такая поверхностная, можно сказать, фильтровка. И количество подписчиков, измененных там за час, за 24, прибавилось либо убавилось. Здесь chain, если проект уже вышел в майненд, и категория. Здесь вы можете добавить себе watch-лист. То есть я лично, когда захожу, сначала смотрю, нажимаю за день, нажимаю кнопочку score, то есть смотрю самый высокий скор за день, то есть USDT Zero, новый проект, да, и мы с вами посмотрим, что плюс 800 скора у него за сутки. Совсем недавно Мони предложила этот проект, и мы можем как раз его изучить. Здесь сразу есть Twitter, мы можем на него перейти, и нас перекинет на страницу Твиттера этого проекта. Вот всего 5000 читателей. Это что касается именно кураторских, уже так называемых отборных проектов самой платформы. Если вы хотите все смотреть, которые нашла платформа и посчитала нужно вам показать, вы можете найти кнопку RAW, но это еще дольше, еще больше аналитики нужно. Здесь самое главное, все то же самое, справа показывает, насколько этот аккаунт является проектом, либо нет. Чем больше процент, тем больше шансов, что это какой-либо проект. Небольшой анонс. Расскажу о 5 преимуществах, почему я вместе с комьюнити торгую на бирже BingX. Первое и самое главное — моментальное решение каких-либо вопросов через меня лично. Одни из самых низких комиссий на рынке, большое количество торговых пар, предоставление повышенного VIP-статуса за переход из другой биржи, простой удобный интерфейс для начинающих и индивидуальная поддержка для VIP-трейдеров. Также отдельные условия для тех, кто хочет развивать аффилиат-бизнес. Пишите мне в личку и регистрируйтесь по ссылке в описании. Давайте пройдемся по следующим вкладочкам. Слева у нас вкладка Watch-лист. Я думаю, не нужно объяснять, что это такое. Здесь мы можем сделать, добавить различные листы. К примеру, вот DeFi для примера вам добавил. И здесь у меня 2 проекта. За ними я могу наблюдать, как изменяется. За то, что огромное количество проектов, за всем не уследить, можно добавить Watch-лист. Но скажу наперед, я все это делаю в своей Excel таблице, мне там достаточно удобно все разложено, сделано, поэтому здесь, в принципе, в этом проекте самая главная вкладочка у меня Project. Остальными я пользуюсь очень редко. Далее у нас вкладка Followings. Что это такое? Это, в принципе, то же самое, что Watchlist, только здесь вы наблюдаете за тем или иным инфлюенсером, за всеми его действиями. Также добавляете и смотрите, что он сделал, на кого подписался, кто на него подписался, какой пост выставил. Здесь вы можете посмотреть профиль, какой проект, какой скор у него, сколько смарт подписчиков имеет этот аккаунт, то есть что это означает. Он сам является смартом, и сколько на него таких же людей, влиятельных, либо не людей, а проектов, фондов подписано, то есть больше 2000. И сколько у него фолловеров, там 6 миллионов. То есть здесь можно по фильтру такому посмотреть. После этого у нас есть вкладочка Smart Tracker. Это в принципе то же самое, только здесь Мони сам предлагает рекомендованный лист.
можно посмотреть всех, либо VC, это фонды, либо фаундеры, не знаю, ресерчеры, биткоин-дегены. То есть, что вам интересно, здесь уже структурировано все показано, для того, чтобы вам сэкономить время. Опять же, некоторые вкладки будут открыты исключительно по достижению какой-то подписки, либо наличия NFT. У них есть также Money Wizard NFT, который нужно приобрести, чтобы появилась та или иная вкладка. После этого вкладочка Report. Здесь показана каждый день определенная информация по проектам. То есть это, грубо говоря, некая сводка за сутки, где сама аналитическая платформа выявляет лучшие проекты, выявляет лучшие рецензии. То есть здесь это все можно посмотреть. Вот за 16 число, к примеру, IndieFun проект, а также Sentient. Notification уведомления. Вы можете добавить свой Telegram чат ID, и прям в чате вам будут присылаться определенные проекты, либо же в Дискорде. Слева есть еще одна вкладочка, которая называется Checker. Здесь мы можем проверить абсолютно любой проект и то, что он из себя представляет. Давайте, например, вот я проверял Monad, его и возьмем. Кто еще не смотрел прошлое видео, также обязательно посмотрите, очень полезное. Нажмем Monad. Туда нужно вставлять именно идентификатор Твиттера. Что мы с вами видим? Здесь вся информация по Monad. Название канала, сам Твиттер, и есть определенная галочка. Если флажок красный, то эта площадка идентифицировала аккаунт как скам. Если зеленая, то все в порядке. Здесь можете добавить watch-лист, Smart Tracker. Сразу есть сайт, на который вы можете перейти, на сайт Monad, на все линки. Ниже мы с вами видим био, это о чем, соответственно, проект. Когда создался проект, сколько твитов. Справа у нас Money Score. Очень важная информация, что-то типа твит-скаута, если вы пользовались. Чем больше Money Score, тем лучше. Есть определенный левел. И здесь показано сравнение Momentum Score с другими какими-то проектами. То есть здесь можно посмотреть, но пока вот сравнения нет. Именно по этому проекту обычно на ранних стадиях можно это все посмотреть. Скоро 14 тысяч, что очень-очень много. Давайте, например, сюда введем абстракт, проверим его. Вводим идентификатор абстракт, вот нашли, давайте посмотрим. У Monad 14 тысяч, у абстракта 9600. Что мы можем увидеть? Давайте ниже посмотрим. У нас есть социальные метрики, такие как диаграмма умных подписчиков. Здесь можно посмотреть вообще, в принципе, как подписчики добавляются. Опять же, за день, давайте за 7 дней, например, посмотрим. И наличие смарт-подписчиков. Вот эти плюсики и минусы, это когда подписались и отписались какие-либо влиятельные лица. И если мы на нее нажмем, мы можем увидеть за определенный промежуток, кто подписался. Очень максимально удобно. И вкладка Mention есть. Это определенные мысли. То есть как часто в Твиттере упоминался абстракт. То есть кто о нем пишет, вот здесь вот показано, кто пишет, когда. И, в принципе, сама шкала, что она сейчас растет и интересно. Здесь можем посмотреть, какой нарратив, интересен ли сейчас этот сектор, проект или нет. Далее вкладка Feed, это все твиты и эвенты в последнее время, которые вы можете посмотреть. Ниже у нас какие инфлюенсеры подписаны, и все по категориям смарт-фолловеров. То есть категория сами инфлюенсеры, это команда различных проектов, это DAO, это VC-фонды, ангельские инвесторы, проекты, лаунчпады, которые, то есть без тегов также есть. То есть здесь можно посмотреть. В принципе, я нажимаю скорость, смотрю за теми, кто подписался, и множество тех ребят, которые у меня в альфа-списке, также имеются, кто следит за Monad, точнее за абстрактом. То есть мы можем нажать абсолютно на любого, например, Luca Nets, это основатель, в принципе, NFT коллекции Pudgy Penguins и блокчейна Abstract, и посмотреть его скор 16 тысяч, что очень-очень показывает, что человек очень влиятельный в криптоиндустрии, и на него обращают внимание. Здесь мы можем посмотреть, сколько у него смарт-фолловеров и кто. То есть здесь можно все это посмотреть, это прям супер углубляться. Если вы только начинаете, единственная вкладочка, которая вам нужна, это вкладка Project, и вот здесь вот изучать проекты. Как я делаю? Просто нажимаю на какой-то определенный проект и нажимаю его Twitter и смотрю, есть ли там какие-либо активности, которые сейчас можно поделать. Если есть, делаю и говорю в своем, например, закрытом сообществе. Если нету, просто нажимаю сюда, добавить список и нажимаю вот Early Testnet и наблюдаю, если проект мне вдруг стал интересен.
Если вдруг вы не хотите заниматься вот этой углубленной аналитикой, хотя, в принципе, одна вкладочка вам очень-очень сильно вас бустанет, если вы не хотите этим заниматься, всю полезную выжимку из всех этих проектов и не только, которые я лично нахожу, я даю в свое закрытое сообщество. Вот 1 февраля у меня будет набор, раз в полгода он происходит. Если есть желание, пишите в личку, не попадитесь ни в коем случае на скам. Давайте пойдем далее. У нас есть вкладочка еще рефералы. Если хотите пригласить человека, вы получите 10% от его подписки и ему подарите 5% скидки. То есть, кто приобретает подписку по моему реферальному коду, соответственно, получает 5% скидку на любой тариф. Вы можете его приобрести во вкладке премиум. Если мы сюда нажмем, посмотрим, что есть тариф Free, который сейчас у вас, когда вы только смотрите, а есть стандарт, есть Pro и Альфа. На данный момент у меня тариф Альфа, насколько вы видите, потому что у меня роль OG в Дискорде. Если же вы хотите приобрести подписку, здесь есть на 1 месяц, на 3 и на год. Я рекомендую вам просто поюзать, посмотреть, как это все работает. Если вы хотите углубиться, целый месяц ресерчить, взять простую подписку стандарт и начать с этого. Также получите Discord роль, не забудьте вот здесь вот подключить свой Discord и в него войти. Здесь можете почитать, что добавляется с каждым повышенным тарифом. Приобрести можете за любую валюту, например, в Arbitrum USDT. Это уже на ваше усмотрение. Еще раз повторяю, я не призываю что-либо покупать. Хотите, приобретайте, хотите, нет, но сама платформа, сам инструмент на базе ИИ очень-очень полезен. Вы здесь можете просто целый день пропасть и найти очень-очень крутое. Одни из таких проектов, к примеру, если бы вы в 2021 году нашли на данной площадке степан и приобрели несколько кроссовок, то вовремя выйдя, вы бы заработали огромное количество средств и сколотили бы капитал. То же самое, когда мы юзали Blast, но я и без этой площадки нашел. В общем, эта площадка помогает сэкономить время и найти очень крутые бриллианты. Друзья, я рассказал основу. Если вы хотите вторую часть более детальную, то как я нахожу, либо трансляцию, напишите в комментариях. Все ссылки будут в описании. Всем пока.